Приветствую, друзья! Мы решили продолжить тему мистики, и сегодня я вам расскажу об одних из самых загадочных существах в истории и религии – о ведьмах. Практически в каждой древней культуре существует понятие магии, и ведьмами называли женщин, обладающих таинственными и сверхъестественными способностями. Вы не поверите, но вот в Библии уже есть упоминание о ведьмах. Первая книга Царств, 28 глава, рассказывает нам о царе Сауле, который перед решающей битвой решает обратиться к ведьме. Он обращается к эндорской волшебнице, которая вызывает ему духа умершего пророка Самуила, а тот предсказывает царю будущее. Интересно, что задолго до этого сам царь Саул приказал выслать всех волшебников и гадателей из страны. Очевидно, фигура ведьмы имеет древние корни. Составленный более 4000 лет назад Кодекс Хаммурапи содержал в себе статью против обвинения в магии, которая регулировала отношения между теми, кого считали колдунами, и их обвинителями. При правлении Рамзеса III, египетского фараона, были найдены свидетельства предшественников магии вуду, обряды которых напоминали обряды ведьм. А в Древней Ассирии существовала некая инструкция об экзорцизме, помогающая противодействовать различным колдунам. Интересно, что в Китае учеными-археологами при раскопках некрополя были обнаружены мумии 3 женщин, которые были одеты в остроконечные войлочные колпаки, напоминавшие колпаки ведьм. И именно поэтому их так и назвали – ведьмы из Субиши. И если обратиться к древнекитайскому фольклору, очень был распространен образ женщины-лисы, которая соблазняла мужчин и занималась магией. Говоря о Западе, в Средневековье и вообще в западном фольклоре ведьмы имели исключительно негативный характер. Считалось, что они благодаря своим знаниям вредят обществу, сельскому хозяйству, скотоводству, проводят шабаши и, самое ужасное, поклоняются дьяволу. И подобные суеверия привели к тому, что их начали преследовать и казнить. В западной историографии этот период так и назвали «Охота на ведьм». И после издания Видовской буллы папы Иннокентия VIII, которая провозгласила необходимость уничтожения ересей и колдовства, инквизиция начинает судебные процессы и начинает искоренять полностью ведьм и все, что с этим связано. По мнению историков, в XVI веке число процессов над ведьмами резко возросло по причине экономического кризиса и всеобщей социальной нестабильности. Войны, неурожаи, эпидемии сифилиса, чумы порождали в людях отчаяние и панику, и люди пытались искать таинственные причины происходящего. Гонения происходили также и в протестантских странах. А вот в славянских странах видовские процессы не были так распространены. Интересно, что в Японии к ведьмам было совершенно другое отношение, очень даже позитивное. Там было понятие омедзи в VII веке, означающее ведьма-колдун, и ведьма присутствовала в императорском дворце, и без нее не принималось ни одного государственного важного решения. В современном мире до сих пор существует охота на ведьм. В большинстве арабских стран существует очень суровая ответственность за колдовство, вплоть до смертной казни. А первая страна, которая отменила уголовное преследование ведьм, была Великобритания. Произошло это в 1735 году. Изучая эту тему, я обнаружил, что в этом году парламент испанской провинции Каталония, регион, который первый начал охоту на ведьм, амнистировал сотни ведьм и колдунов. И ранее подобные решения были ратифицированы в Шотландии, Швейцарии, Норвегии и Бельгии.
То есть современный мир понимает, что далеко не все осужденные были действительно ведьмами и колдунами. И те процессы очень сказались на демографии, задержали эмансипацию женщин и требуют, естественно, пересмотра. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!